Всем привет, друзья, с вами Гиас, и сегодня это видео апдейт небольшой по лиственному костюму, который я делал. Поскольку я делал это все первый раз, выявились со временем небольшие, как сказать, не проблемы, но на что стоит обратить внимание. И если вы будете создавать костюм свой, так что вы уже научитесь на моих ошибках. Вот, поэтому я хотел вам показать и рассказать, что тут происходит у нас. Как я показывал изначально, мы делали отверстия с двух сторон. Вот, в принципе, на многих листьях никак проблема это не выявилась, но на некоторых немножечко это все дело начало вот здесь вот между собой прорываться, трескаться. Вот. И что я думаю будет целесообразно сделать, это вот взять листик, нагретый паяльник и сделать всего лишь одно отверстие, примерно чуть-чуть вот подальше от конца, чтобы был какой-то запас где-то вот так вот. Я думаю, что они будут у вас держаться дольше, чем с двумя вот отверстиями. Итак, далее я показывал, что я листья грел зажигалкой именно вот по периметру их. Кончики, конечно же, можно опаливать без проблем, но я бы все же не советовал опаливать их вот где-то посередине, придавать им форму, потому что они со временем и так будут более такие помятые. Вот, видите, что произошло? Я перегрел немного этот лист, и он у нас потрескался. Получилась вот такая вот картина. Вот, так что этим заниматься я, наверное, все же рекомендовать вам не буду. Вот, так в целом все в порядке, вроде бы тут они не подваливались, но мне что-то кажется, что один-два листика я потерял, потеря небольшая, но все же. Я красил кисточкой, да, это довольно-таки такой кропотливый и долгий процесс. Этот процесс можно немножко ускорить за счет вот этой вот губки. Значит, это простая губка для мытья посуды. Потребуется нам с вами где-то вот такой кусочек. Вот та же краска, та же подставка, те же листья. Так, значит, вот наш листик в оригинале, он у нас выглядит вот так вот. Но он чересчур такой желтоватый, я бы его сделал потемнее. Вот, значит, что мы делаем? Просто обмакиваем в краску и наносим эту краску губкой, чтобы было гораздо быстрее. Может быть, это получится не так красиво, как в теме, но они будут все равно делать свое дело, так как вы понимаете, что если человек придет в упор и будет смотреть на этот лист, он заметит, что вы там под этим костюмом все же находитесь. Вот. Так что я думаю, что такой покраски, в принципе, для тех людей, кто особо, может быть, у них нету свободного времени, они не хотят сильно заморачиваться, либо там выкрашивать какими-то другими методами, такой метод может подойти для них. Вот. Так что получается у нас примерно вот такая вот картина. Стало выглядеть более таким натуральным. Я вот этим способом уже успел покрасить несколько листьев, что выглядят они примерно вот так. Это зеленый у нас. Вот он. Вот, в принципе, тоже неплохо. Вот, в принципе, по покраске и по привязыванию их костюма это все, что я хотел сказать. И настал тут торжественный момент. Ко мне приехали листья из магазина Skirmish Shop. Оставлю линк в описании.
Для тех, кто живет в Европе, будет не проблема их заказать. Для граждан России я не знаю, честно говоря, шлют ли они в Россию или нет. Вот, и так что сейчас у нас с вами произойдет торжественный момент открытия этих листьев. Вот, и мы с вами посмотрим, что же тут у нас есть. Так, у нас тут, как я вижу, получается, они немножко разных оттенков. Вот есть наши осенние, как вы видите, с правой стороны вот эти более темные, эти у нас посветлее. Так, и еще у нас с вами есть зеленые листья. Точную цену я не помню, что-то в районе 24 евро, что ли, за пачку листьев. Вот. Их тут находится, сейчас я вам скажу. Написано 50 сетов, значит 100 листьев. Вот. Ну, сет, это вы понимаете, это вот один сет, на нем 2 листа. Соответственно, 50 на 2 это 100. Вот. Чем они хороши, что здесь не надо ничего будет, никаких отверстий делать. Уже тут есть отверстие, в которое будет продеваться наша лыка. Вот. Второе, то, что они немножко побольше размером, чем те же китайские. Дальше у них вот эта вот пластиковая структура, что похоже больше на листик. И, конечно, большой плюс, что их не надо уже не красить, ничего. Вот они как есть, так есть. Их просто берешь, привязываешь. Они уже вот у нас с тенями. Вот, и выглядят очень даже достойно. Так что сейчас вот я возьму балаклаву свою. И мы попробуем сейчас с вами привязать несколько штучек, посмотреть, как они выглядят. Техника привязывания у меня все та же. Тут без изменений, тут все в порядке, все хорошо работает. И давайте где-нибудь примастырим наши новые шикарные листики. И заодно заценим вместе, как они будут выглядеть. Мне уже просто не терпится немножко доработать свой костюм. Он, в принципе, и сейчас выглядит неплохо, но будет выглядеть еще лучше. Вот так они смотрятся у нас на балаклаве. Я вам скажу, что если их добавить немножко побольше, то, конечно, они придают больше намного объему. И это все не смотрится таким каким-то плоским. Вот, так что зелененькие, я думаю, что я приберегу для летнего костюма, так как я буду делать отдельно и на лето. Вот, а вот эти коричневые смело пойдут сюда. Так, что мы с вами еще можем сделать тут, чтобы они лучше у нас держались? Это привязать их, можно сказать, 2 раза крест-накрест лыка. Так что мы сейчас, смотрите, делаем все, как мы делали до этого. Я привязал так. И теперь мы еще раз прихватим. И заодно это будет еще... Я буду использовать двухцветная здесь лыка, что будет у нас с вами торчать как коричневые вот эти усики, так и желтые. И держаться это все дело будет лучше. Тут у нас получается с вами двойной бонус.
Далее, что еще по данной балаклаве я заметил, я вот хотел сделать, я сейчас это сделаю. Здесь есть вот шнурок, который вытягивает. И есть вот такая вот пластмассовая штучка. В принципе, утягивать здесь ничего не надо на голове, оно и так довольно-таки плотно сидит. Но что сделаю я? Это ее отрежу и расскажу вам почему. Потому что вот эта штука, когда она здесь привязана, и вы бежите, она вам бьет по голове. И получалось так, что пару раз я убегал и чувствовал, что мне сзади идет удар по затылку. И мне казалось, что это меня подстрелили. Я поднимал руку и уходил с поля боя. Хотя в меня никто не попадал. Что еще хотел сказать, что есть еще такое вот преимущество этого костюма, что в нем хорошо чувствуется попадание. Что вот это вот очень легкий дышащий материал, это сетка, которая вообще никакого нету сопротивления к шару. И даже если попадает в листья, то вы слышите звук. Вот, потому что у нас тут был инцидент с одним снайпером, который пришел в полном гелике, в шубе в такой, и не чувствовал попадания. Вот, поэтому такой костюм это еще один плюс к тому, чтобы на вас никто не наезжал, что вы Маклауд или прочее. Еще один момент я хотел показать. В принципе, я использую похожий метод на своем другом гели-костюме, который с джутом, с мешковиной. Я делаю петельки для добавления натуральной растительности, которая находится на местности. Я использую вот такие простые резиночки. Это простая канцелярская резинка. Делаем вот петельки где-то вот такого вот размера. Большие делать не стоит, даже можно вот еще уменьшить это вот так. Потому что когда большая, если вы вставляете какую-то траву или какие-то ветки, и оно будет, ну, со временем это все, не со временем, в процессе игры у вас все это дело отвалится. Вот, поэтому петелечку делаем маленькую, чтобы она хорошенько зажимала нашу растительность. Вот, как видите, петелька очень у нас маленькая. Так, это у нас один узел. Сейчас нам надо сделать еще один. Я объясню почему. Я это покажу, чтобы это было наглядно. Потому что я сейчас только сделал без него. И понял, что это немножко тут создает небольшую проблему. Так, значит, мы завязали петельку, сделали узел, еще один узел. И теперь мы делаем вторую петельку. Поскольку две петельки лучше, чем одна. Тем более, что эти резинки там, ну, не особо они там износостойкие. То они там, если вы их сильно оттянете, они могут порваться. Вот, так что еще одна запасная петелька нам не помешает. Так. Отрезаем лишнее. Вот у нас получается вот такая конструкция. Петелька, узел, еще один узел превращает эту вот последнюю часть в петелечку. Значит, мы продеваем лыко все тем же способом, крючком. Просто-напросто фиксируем это все дело вот таким вот образом. Естественно, завязать нам несколько раз, чтобы это все крепче держалось. И теперь я надеюсь, вы понимаете, для чего я сделал два узла. Потому что я закрепил
это все дело ровно посередине. И оно ни туда, ни сюда уже никуда не денется. Если вы тут крепко привязали, получается у нас, в общем, вот такая вот конструкция. Здесь петелька. И здесь петелька еще. Так, вот он. Вы можете сюда уже вдеть какие-то веточки. И они будут лучше вас камуфлировать. Потому что, как я уже упоминал в предыдущем видео, ничего не будет смотреться более натурально, чем натуральные какие-то ингредиенты либо веточки. Ну вот наш финальный результат. Я в принципе доволен. Вот они вот у нас торчат здесь. Вот, дают объема. Смотрите, теперь какая у меня тут шевелюра. Чем без балаклавы особо похвастаться я не могу. Вот, ну, по апдейтам это все. Я надеюсь, что больше тут у меня ничего не отвалится. Больше никаких тут проблем с костюмом не должно возникнуть. Все вроде бы уже я понял, где какие ошибки, вам это показал. Вы, если будете делать, то вы, надеюсь, это все учтете. Надеюсь, это было вам полезно. Если понравилось, то ставьте лайк. Очень буду рад, конечно, новым подписчикам. Вот, я смотрю, что тема, в принципе, зашла, народу понравилось, более такое что-то обучающее, так что впредь я тоже буду делиться своим опытом с вами. Вот, ну, а на сегодня пока это все. С вами был Гиас. Пока-пока.